Мы впервые в Кракове, и у нас всего пару часов, чтобы понять, это переоцененный туристический город или место, в которое следует возвращаться. Мы пройдемся по старому городу, посмотрим главные достопримечательности, почувствуем атмосферу, и все это без гидов и без каких-то туристических маршрутов. И в конце дня я скажу честно, стоит ли ехать сюда с семьей. Ну что, погнали! Краков – город, которому больше 1000 лет. До Варшавы именно он был столицей Польши. Здесь короновали королей, и сегодня это второй по величине город страны после Варшавы. Здесь проживает около 800 тысяч жителей, и его старый город входит в список ЮНЕСКО. Кстати, если вы тоже живете в Польше или только планируете переезд в Польшу, приглашаю вас подписаться на мой канал. Здесь выходит много интересных видео. Смотрите, прямо недалеко здесь от площади мы нашли музей восковых фигур. Он закрыт, но посмотрите, кого можно тут увидеть. Мистера Бина. Кто смотрел? Там дальше Джон Смит. А Вот там, там, да. который «Я легенда». Только его Снимался. плохо видно, да. А здесь здесь немножко отойди, а тут тебя не... Вот, фотографируют. Первым делом мы отправились на центральную площадь города, рынок Глувный. От вокзала идти примерно 15 минут пешком. И что бросилось в глаза сразу, это, конечно же, масштаб. На мой взгляд, площадь даже больше, чем у нас во Вроцлаве. И сердцем площади является Мариатский костел, который сразу привлекает внимание. Напротив меня находится Мариатский костел, прямо на площади. И есть легенда, что этот костел строили два брата. И старший брат завидовал младшему, потому что младший построил одну башню выше другой и более красивую, чем у старшего брата. Старший брат решил убить своего младшего брата ножом, а потом его замучила совесть, и он покончил жизнь самоубийством тем же кинжалом. И говорят, что этот кинжал хранится до сих пор здесь, в этом костеле. Мы вот только пока на площади побывали здесь, и сразу скажу, что здесь грязновато. Не знаю, во всем Кракове так или нет, но есть места, где прям мусор разбросан. Также каждый час с башни костела можно услышать сигнал трубы, который резко обрывается, так как существует легенда, что раньше трубач предупреждал город о нападении звуком трубы, и во время набега татар его пронзила стрела прямо в этот момент, поэтому звук резко обрывается. И мы счастливы! Заходим в костел. Так, вот вход. Заходим. Siostry Jadwiżanki, tym przygotowaniem katechumenów wie, czy naprawdę żyjemy jak dzieci Boga, czy tylko mamy to zapisane w metryce chrztu gdzieś tam. No taka jest prawda, że wielu katechumenów traktuje wiarę po... Мы попали прямо на службу здесь. И слышите, даже на улице слышно, что там говорят. То есть можно на улице стоять, слушать, а можно вовнутрь зайти, получается. Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье, да, воскресная утро. служба, получается. Да, мы попали прямо на службу. И она началась в 9 утра, сразу после того, как здесь прозвучала музыка трубочиста. Трубачиста? Трубача. Трубочист, который чистит трубы. Это трубач. Трубача. На площади сразу можно заметить огромное количество голубей. По легенде, это не просто голуби, а заколдованные рыцари. Говорят, один польский князь хотел объединить Польшу и отправиться за короной, но ему не хватало денег. Колдунья превратила его рыцарей в голубей, они должны были выклевать камни из церкви, которые превращались в золото. Но князь погиб, заклятие так и не сняли, и рыцари навсегда остались голубями на площади. Также прямо в центре площади невозможно не увидеть огромное здание, суконные ряды. В Средневековье в суконных рядах продавали очень дорогие ткани.
Сейчас же там просто продаются сувениры, ну и всякие безделушки. Можно сказать, что сейчас это обычный торговый рынок, где можно все купить, но раньше славилось это вот дорогими тканями. Esa cosa que te quiero hacer, baby, no salen de mi mente. Esa carita pa' mí es top 10. Si vamos a ver ese frío que terminamos en el motel, porque calentura la de aquella noche. Seamos horneros y que no nos cachen, lo volvemos a hacer nuevamente. Ese frío que si lo prendemos. Изюминка этих суконных рядов, что здесь гербы всех городов Польши. Под потолком можно найти. Вот мы сейчас ищем наш Вроцлав. Нашли Вроцлав. Прямо находится возле выхода бокового. Классно. Влад, как считаешь, столько голубей здесь. Как считаешь, эта площадь больше в Кракове, чем у нас во Вроцлаве? Больше. Больше? Мне кажется, что больше. Смотри, просто Ну, видишь чуть-чуть именно больше. пространства такие большие. Да, но Мне у нас кажется, фонтан больше. красивый, У нас да? красивый А здесь фонтан. нет фонтана вроде бы, я не видела на площади Ну, фонтана. наверное, нет. Так Да. то же самое, подобно все. Ну, Да. ратуша по центру, как во всех городах. Кафешки, ресторанчики, ну, так, И много голубей. много голубей, да. Ну, прикольно. Далее в 5 минутах от площади есть улица Ягеллонска, куда мы и отправились. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá. Как красиво здесь, мне нравится. Посмотрите, какие узкие улочки. Мы идем сейчас по улице Ягеллонска к Ягеллонскому университету. Очень здесь красиво и тихо, может быть, потому что, конечно, сейчас утро и машин практически нет, но просто посмотрите. Красота. Baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza. Мы пришли к Ягеллонскому университету. Это один из старейших университетов в Европе. Я уже про него рассказывала в другом видео. Прикреплю здесь видео 13 фактов неожиданных о Польше. Этому университету, просто представьте, более 600 лет. И здесь учился сам Николай Коперник. Николай Коперник – это тот самый человек, который доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Сейчас в университете обучается примерно 40 тысяч студентов. И также можно наблюдать красивый внутренний дворик этого университета в готическом стиле, который выглядит как мини-Хогвартс. Un perrito necesario, con el convito en tu parte. En VIP con faldita se ve bien chimbita. Está puesta pa'l party. Un perrito necesario, con el convito en tu parte. En VIP con faldita se ve bien chimbita. La cosa clara, si tienes gato no me mires hacia la cara. Ojo con la palabra. Сейчас мы идем по университетской трассе. Находится, соответственно, прямо рядом с Ягеллонским университетом. И эта трасса ведет к Вавельскому замку. Идем и обсуждаем, что здесь, оказывается, в Кракове все очень близко находится. Все в центре, все, я имею в виду, достопримечательности. Замок, Ягеллонский университет, какие-то музеи, костелы, площадь. Все вот как-то рядышком. В пешей доступности там 10-5 минут идти. Поэтому, если вы собираетесь в Краков, машина, например, здесь вообще не нужна, так что можно по этому поводу не переживать. Ну а тут просто балкон, в котором можно наблюдать дракона. Ничего необычного. По дороге нам встретилось очень красивое здание. Это базилика Святого Франциска, один из самых старых храмов Кракова. Ее начали строить еще в 13 веке. Снаружи она выглядит строго и готично, но внутри совершенно другая атмосфера. Внутри все выглядит в стиле модерн, и это очень необычное сочетание. Все это можно встретить по пути к главному замку Кракова. И вот мы проходим мимо костела святых Петра и Павла. Это один из самых красивых барочных храмов Кракова. Перед входом стоят 12 апостолов, как символ основания христианской церкви.
Этот костел не похож на другие, потому что построен в стиле итальянского барокко, а внутри установлен маятник Фукка. Он наглядно показывает, что Земля вращается. Вот такой неожиданный научный элемент в церкви. Мы подошли к Вавельскому замку. Посмотрите просто его масштабы. Вот эта вот стена, как целая крепость оборонительная. Вавельский замок – это главная резиденция Польши, и именно здесь 500 лет короновали королей, а также принимали самые важные государственные решения. Поэтому можно считать, что именно с этого замка управлялось всей Польшей. Поднимаемся в гору к замку. Посмотрите просто, на каком высоком холме он находится. Посмотрите, какой нереально красивый вид с этого замка. Вид на Вислу. Просто круто. Как только мы дошли до замка, просто солнышко появилось, небо чистое, потому что утром было очень даже холодно. Небо было затянуто тучами. Но сразу скажу, например, по поводу погоды, в Кракове в разы холоднее, чем во Вроцлаве. Прямо очень ощущается. Все это время, сколько гуляем, Ади спала, и вот проснулась. Говорит, а вот и я проснулась. А вот и я проснулась. Посмотрите просто сзади Влада, да, какой вид даже отсюда. Очень красиво. Очень красиво. Смотрите, мы увидели прямо с этой высоты замка шар воздушный. Классно. Конечно, на камере мелко смотрится, но в реальности он вообще так близко. Вообще очень большой. И видите, тут еще колесо обозрения есть. Тоже можно было бы сходить. Но мы уже туда не пойдем, но очень красивый вид. Смотрите, мы зашли во двор. И здесь руины ограждены. Раньше здесь были казармы. А вот здесь вот такое вот здание. Вот. Кажется сначала, что, наверное, там что-то, не знаю, историческое или что-то. Но на самом деле я слышала, что там просто обычные квартиры, где живут люди. Сейчас, в наше время. Поэтому не знаю, может быть, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, правда это или нет. Мы сейчас находимся во внутреннем дворе Вавельского замка, где жили короли. И этот двор выглядит скорее как итальянский, чем средневековый. Изначально замок был готическим, но после пожара его перестроили в ренессансном стиле, поэтому он такой воздушный и светлый. Влад! Влад! Привет! Привет. Ой. Адя, ты знаешь, что в этом замке жил дракон? Хочешь посмотреть на дракона? Ты притворяешься, чтобы он тебя не съел, да, что ты спишь? Смотрите, здесь на кирпичной стене возле этого замка изображены имена дарителей, которые в разные годы жертвовали средства на восстановление и сохранение Вавеля. Также существует легенда, что возле замка под холмом когда-то жил вавельский дракон, которого победил хитрый сапожник. По этой легенде дракон жил в пещере и требовал жертв, держа город в страхе. Сапожник подсунул ему овцу, набитую серой. Дракон выпил столько воды из Вислы, что лопнул. И сегодня у подножья холма стоит дракон, который выпускает настоящий огонь.
Красивые лошадки проехали. Но после себя оставили после себя вот что. Могли бы, конечно, мешки нацепить на лошадок. Я тоже не понимаю. Же убирают же. Ну, а сейчас что? Это уборщики какие-то должны уличные убирать? Вот реально. Могли бы мешки же одеть, и все, и проблем никаких не было. Конечно, да, странно. Детки, ну как вам Краков? Вы тут впервые? Мне очень понравилось очень сильно этот дракон, он пускал огонь, и мне очень сильно понравился именно он. Класс. Мне понравилось то, что вообще город такой красивый, ну много чего классного есть. Не устали? Ну чуть-чуть, да. Ну что, наша несколькочасовая прогулка по Кракову подошла к концу. Нам этого хватило, чтобы почувствовать город. И я с уверенностью могу сказать, что сюда приехать с детьми точно стоит. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.